Мы отправились в увлекательный трип в Лос-Анджелес, чтобы записать несколько ярких и вдохновляющих интервью. Сегодня мы в гостях у одного из самых успешных и обсуждаемых создателей контента на YouTube. Добрый день. Ну, здравствуйте. Как запустить ваш YouTube в космос? The moment you're gonna travel camera, Профессиональная hey guys! У меня 1 миллион подписчиков, бабки, у меня в первый месяц 50 тысяч долларов. Это ничего себе. На его счету невероятные достижения. 1 бриллиантовая кнопка, 11 золотых и 22 серебряных, что подтверждает его статус одного из самых успешных создателей детского контента. Это был 1 миллион подписчиков первый за 1,5 месяца. Вокруг его имени ходит множество слухов и обсуждений, но за всем этим стоит человек, который превратил свои идеи в медийную империю. В нашем интервью он раскрыл секреты успешного развития YouTube, поделился личной историей и откровенно рассказал о том, что стоит за его громким И он успехом. берет телефон, показывает, и говорит, что? Я столько же денег зарабатываю. Говорит, это 28 дней статистика YouTube. А я в год столько зарабатывал. И я в год зарабатывал, строя 10 домов. И он такой, опачки. Я за 1,5 месяца вышел на 5-е место в мире по YouTube. Но я вышел, это была моя задача такая, сделать так, чтобы было все круто. Блин, проболтался на вашем канале, видите, эксклюзив. Все теперь знают, что... Гриш, у меня для тебя блиц-опрос. Но только, Правда? пожалуйста, не думай. Хорошо. Были ли у тебя моменты или мысли создать контент для взрослых? Да, Ты когда-нибудь завидовал доходам других блогеров? стремился к ним. Были ли моменты, когда ты мечтал вернуться обратно в Краснодар? Да, Был ли момент, когда YouTube перестал приносить деньги, и ты думал все бросить? не один раз. Ты когда-нибудь считал, сколько денег вложил в свои каналы? Да, Ты снимал ролики только ради монетизации, даже если тема была тебе неинтересна? нет. Бывало ли, что ты подписывал контракт, о котором потом пожалел? Да, Ты когда-нибудь хотел кардинально изменить свою жизнь и начать все заново? я это сделал 3 года назад. Ты когда-нибудь смотрел свои старые видео и думал, как я вообще это мог снять? У меня даже мурашки на голове пошли. Да, действительно, это было. Я их даже открыл, чтобы люди тоже посмеялись и посмотрели, как это было 6 лет назад. Ты достигатор? Да. Ну, вы прям попали в многих вопросах в такие, как будто бы они меня знают. Боже. Нет, на самом деле все вопросы навскидку. Да, понятно. Гриш, почему YouTube? Как ты вообще к этому пришел? Я знаю, что ты работал на стройке, я знаю, что ты работал в такси. И тут YouTube абсолютно другая сфера, никак не связана с прошлыми твоими работами. Ну, первоначально вообще, когда я как личность становился, зарождался, я много сфер уже и тогда пробовал. И люди вокруг мне говорили, ну ты дурачок, ты 3 дня поработал на одной работе столером, потом ты пошел в автосервис. И самый главный, наверное, человек, который в моей жизни сыграл, это мама, которая мне сказала самое важное. Гриша, кем бы ты ни был, что бы ты ни делал, самое важное, не бойся начинать что-то новое. Не бойся делать то, что вообще вот ты, как бы вот все скажут нет, а ты этого хочешь. Вот если ты этого захотел, меняй полностью свою жизнь. И вот это послужило тем, потому что когда ты 20 лет строишь дома и видишь себя именно в этом, и ты от этого кайфуешь, и просто по щелчку ты видишь, как мой друг прыгает зайчиком, и я такой, блин, как так? Это же как бы скучно. Но когда я начал погружаться, это настолько другой мир, и я абсолютно смело сказал, да, пожалуйста, давайте будем ютуберами. И вот это как раз-таки, наверное, легкость того, что мне говорили в детстве, дало возможность просто вот по щелчку поменять абсолютно и стать из строителя ютубером. Ты веришь в астрологию? Да. Эра Водолея? Эра Водолея, мне пришлось... Твоя эра. Да, мне пришлось в этом всем жить. У меня очень разная судьба. Моя мама очень мудрый человек. И вообще я вырос в тусовке астрологов. И когда этот вопрос звучит, я такой, вы опять что-то обо мне знаете больше. То есть моя мама всю жизнь гадает на кофе. И поэтому, может быть, она всю жизнь знает как-то изнутри по-другому. И я очень верю в это. И если пробежит черная кошка, я реально развернусь и такой, нет, все, это не мое. Верю. А как же вот с YouTube? Я думаю, что не всегда получалось все, как ты хочешь.
А в жизни никогда ничего не получается, как ты хочешь. Ты должен добиваться того, чего ты хочешь. Просто так ничего не получится. Этот огонь горит только потому, что здесь стоит баллон с газом. Если ты его не заправишь, огонь гореть не будет. Как бы ты ни захотел, никакая сила мысли не заставит его гореть, пока ты не заправишь баллон газом. Точно так же и в жизни. То есть, если ты захотел YouTube, ты, значит, должен его добиваться, что-то делать к этому. То есть, когда я начал YouTube, я начал вообще просто с чистого листа, думая, я такой уникальный, я такие дома строил. И в итоге я снимаю, их смотрит 3 человека. Я такой, бу. И такой 10 человек. Я такой, бу. И тут я понял, что огонь не загорит, пока газ не заправишь. Я начал всех своих друзей, кто занимается ютубом, всех своих там, кто к этому всему связан. Мне повезло, что вокруг меня были люди, которые мне действительно помогли в этом. Не просто закопали, сказали, слышь, не захотев делиться там своим каким-то куском бизнеса, а мне действительно направили. Но я к этому делал все усилия, чтобы действительно этот YouTube начал работать. Потому что по факту многие сгорают, просто начав, ничего не получается, все такие лапки опустили и все. Вот это самое, основную часть людей это убивает. Я согласна. Это должна быть такая своего рода дисциплина, как и в спорте, как и в любой деятельности, наверное. Потому что есть определенные, в YouTube точно так же, есть определенные механизмы, как и в любом бизнесе. YouTube это такой же самый бизнес. YouTube это не игрушка. Это нельзя просто взять камеру, побегать, записать. Да, одно видео залетит, и вам повезет. Но по факту это большой структурированный бизнес, к которому надо подходить действительно профессионально. И я как бы это и сделал. Что сейчас хотят видеть зрители, чтобы набирать обороты? Настоящность. Самое важное в YouTube, и я это прошел за свои 6 лет, это настоящность. То, каким ты уникальным человеком являешься, ты не можешь себя сделать другим. То есть ты можешь подстроиться, ты можешь взять какую-то, придумать себя, но просто так, допустим, если тебе что-то не нравится, вот я комедийный актер, я люблю делать комедийный детский контент. Я пробовал лезть во взрослый контент. Я пробовал снимать сериалы для подростков. Но если оно не мое, я этим не живу, оно так и не заходит. То есть оно там какие-то обороты за счет того, что мы понимаем механизмы, оно какое-то время и работает, и деньги приносит, но ты очень быстро выгораешь. Поэтому в YouTube это считывает. YouTube это прямой контакт со зрителем. И поэтому, если мы с этим зрителем не работаем честно, ничего не получится. Год, 2, 3, ну даже 3, ну просто сгоришь. Поэтому надо находить в себе то, что будет интересно другим. Вот это самое важное. Когда прям вот ты устаешь от всего этого, когда что-то не идет, когда где-то прогораешь в деньгах, в чем ты находишь позитив и что ты себе говоришь? Я вообще человек, который уже давно себе усвоил, что легко ничего не будет. Изначально хотел быть уникальным. То есть вот изначально я родился, я хотел быть уникальным. Я не знаю, как это работает, я не считаю себя нарциссом, я не стараюсь это супер-мега проявлять, но вот это вот желание стать другим мною всегда движет. И когда я вижу, что у меня что-то не получается, я понимаю, что у меня не получается просто потому, что я делаю как все. Надо просто взять этот лист бумаги и смотреть не так, а развернуть. И когда ты начинаешь на этот лист смотреть с торца, там тоже есть плоскость, на которой могут быть проблемы. Решаешь, А стоит ли писать против ветра? Да. Я приверженец того, что если ты делаешь то, что тебе нравится, это рано или поздно все равно ты этого добьешься. Я начинал строить дома, и мне там дало большую закалку в этом. Ты тоже строишь дома, ты строишь дом, вкладываешь деньги, начинаешь продавать, он не продается. Он не продается, потому что ты тупой, блин. Ну реально, ты тупой, ты там вот накосячил, там накосячил. Люди приходят, они это видят. Ты садишься, анализируешь, теряешь, продаешь его там за гроши, и в следующий раз ты имеешь опыт. И с этим опытом ты строишь дом уже лучше, и уже у тебя получается лучше. Так же самое YouTube. Ты начал, вот пошел в какую-то сторону, ты видишь, что не получается, что оно не идет. Окей, посмотри, проанализируй. И не обязательно можно найти ту сторону, в которую ветер дует.
развернуться. И тогда все сработает. Да? То есть не обязательно тупо стоять и в одну сторону вот то самое делать. То самое делать. Вот поэтому... Насколько сейчас верно развивать YouTube органически? Либо, чтобы твой YouTube рос, нужно все-таки впуливать туда бабки? Ну, есть несколько видов YouTube, скажем так, да. Изначально вообще, когда я пришел в YouTube, у меня уже 20 лет существовала строительная компания. Я построил в немецкой деревне улицу, которая сдавалась в аренду, и там не было у меня было достаточное количество денег для России. Я абсолютно спокойно приехал в Америку. И когда мой друг зашел в YouTube, у него там еще был первый канал, и он мне говорит: Гриш, ну что ты, YouTube. Я говорю: слушай, да что вы там бегаете с зайцами, как лохи скочите? Я директор. А ты кто? Ты заяц. И он мне говорит: окей. И он берет телефон, показывает. Я говорю: и что? Я столько же денег зарабатываю. Говорит: это 28 дней статистика Ютуба. А я в год столько зарабатывал. И я в год зарабатывал, строя 10 домов. И он такой: опачки. Тогда я понял, что такое YouTube финансово. И тут как раз-таки скрывается ответ на тот вопрос: стоит ли впуливать деньги или стоит ли не впуливать. Можно не впуливать. И многие ютуберы развиваются не впуливая. Мировые, которые сейчас там в Америке уже, тот же самый Мистер Бист. Он ведь не впуливал изначально деньги, он не разбивал Феррари. Но зависит от времени, зависит от пути, насколько ты быстро пройдешь. Одно дело, ты пешком идешь в супермаркет, а другое, ты сел на Феррари и на Феррари доехал. И ты вложил денег в Феррари, поэтому ты быстро приехал, плюс ты приехал красиво. А если ты пешочком, ты еще напрягаешься. Точно так же и в Ютубе. То есть, если ты туда не инвестируешь, но я инвестировал в проект свой, я за 1,5 месяца вышел на 5-е место в мире по Ютубу. Я вложил $750 тысяч, но я вышел, это была моя задача такая, сделать так, чтобы было все круто. И это не с помощью рекламы прямой, да, то есть это не просто купленная реклама и подписчики, просмотры, нет. Это динамическое развитие, то есть это было все органика. Но чтобы эту органику сделать масштабно, пришлось вложить много денег. И это был 1 миллион подписчиков первый за 1,5 месяца. И динамика развития мирового ютуба в мире, мы вышли на 5-е место в 2021 году. Вот. До этого я пробовал развивать некоммерческий YouTube. Свой личный канал с путешествиями. И это очень долго. Это просто дольше. Это работает, у тебя видео залетает, ты набираешь... Я набрал там 100 тысяч подписчиков за год. Да, если все равно, опять же, делать все правильно, с любовью, найти свою тему, это работает. Просто это так масштабно не монетизируется, как и любой бизнес. Строишь маленькие домики, у тебя маленькая прибыль. Потом ты начинаешь инвестировать и строить много маленьких домиков, либо уже большие, и у тебя маржевая часть выше. Также YouTube. Это абсолютно прямой бизнес. Насколько это востребовано переводить на разные языки свой канал? Это единственный выход максимально масштабироваться. То есть, когда я пришел в YouTube, человек, который был на тот момент моим другом уже, в 5 входил. Вот эта махина огромная в виде моего друга, в виде его опыта, как раз-таки мне и подсказала тот момент, что надо переводить, потому что, опять же, обстоятельства вынудили сами себя. То есть вот то самое «не ссать против ветра», я только запустил канал, у меня 1 миллион подписчиков, бабки, у меня в первый месяц $50 тысяч. Я такой: ничего себе! И тут бах, YouTube отключает часть рекламы, и в 10 раз падают доходы. И вместо 50 мой канал начал выходить на 5-7. И это даже не окупало тех затрат, которые я вложил. И как раз-таки мне друг говорит: так что, давай переводить. И вот это как раз-таки дает возможность, если мы говорим про детский YouTube, масштабирование. Тогда. Но сейчас, с учетом конкуренции, если не переводить, то очень трудно выйти на какой-то уровень. Потому что все переводят, все крупные каналы, все гиганты переводят. И как вы будете выживать? Это все равно, что вы попали на рынок, где все торгуют семечками. И туда люди пришли конкретно за семечками. А у вас селедка. А людям там селедка не нужна.
Они пришли за семечками. И вот все торгуют семечками, а вы такие, блин, что делать? И поэтому рынок сам сейчас говорит о том, что надо масштабироваться, надо переводиться, надо искать, возможно, варианты, когда вы минимизируете это с помощью AI, но в любом случае надо идти в ногу со временем. Если ты не будешь на волне, если мы говорим действительно про большой YouTube и про большие деньги, если ты не на волне, то тебя она накрывает мгновенно. Тем более в наше время. Все очень быстро. Вы часто задаете вопросы, как добиться такого качественного контента, как у вас. Продакшн-студия номер 1 – это команда профессионалов создания уникального киноконтента. Забронируйте видеографа на вашу съемку для вашего интервью или подкаста. Вы получите свет, который заставит искриться глаза, идеальный звук и изображение, от которого невозможно оторваться. Но подождите, это еще не все. Мы вносим в мир контента новое измерение, организуя многокамерные прямые эфиры ваших интервью и семинаров. Не упускайте шанс вывести ваш контент на новый уровень. Пройдите по ссылке в описании, сохраните номер и бронируйте вашу съемку в любом городе Америки. Ну а мы продолжаем. Спасибо, что смотрите нас. Подписывайтесь и оставляйте ваши вопросы в комментариях. И мы вам ответим. Как у тебя получилось, хорошо ли получилось интегрироваться именно в американский YouTube? Мы вошли в американский YouTube. Это сложно. Это сложно по основной причине – менталитет. То есть снять контент, сделать кино – это не проблема. Найти актеров, сделать хороший кастинг – это не проблема. А вот проблема как раз-таки той вкусовщины, о чем мы начали. Тебе, если это не интересно, это не заходит. Вот если я не соображаю, что интересно американцам, это очень сложно. То есть разность менталитета сложная, поэтому все каналы, если вы возьмете все топовые каналы, все столкнулись с тем, что американские каналы труднее всего делать. И я всем говорю, кто хочет выйти на американский рынок, действительно на американский, не просто там Индия вас смотрит, и вы говорите, да, у меня там американский канал. Нет, это не американский канал. Американский — это когда целевая аудитория, у тебя США, Канада, Австралия, Англия. Чтобы выйти на эту аудиторию, надо действительно уделять много внимания этому контенту, понятию того, что сейчас в этой стране важно. Важна ли красивая картинка? Или сейчас это не имеет никакого значения? Вообще не имеет значения. По факту, красивая картинка как раз-таки и не нужна. Когда мы с ним стали делать кино из Ютуба, это перестало заходить. Я просто говорю, Егор, пожалуйста, сбавь обороты. То есть как только мы начали выходить на то, что а давайте снимем сейчас фильм. Вот то же самое, те же актеры, те же сценаристы, тот же сценарий, но просто стали подходить к этому как кино. У нас тайминг по съемкам увеличился. То есть мы стали делать действительно кино, которым можно гордиться. И многим режиссерам это важно. И они склоняют на это, но это не нужно зрителю. Зрителю нужно самое важное – настоящность. Life. Он хочет с тобой проживать эту жизнь. Если он с тобой не проживает, ему неинтересно. Сейчас десятки людей интересных, с которыми хотят общаться через телевизор, хотят ими фанатеть. А просто красивый телевизор уже остался для бабушек. Поэтому мы такие попробовали. Я говорю, так, ребятки, давайте просто расслабимся и будем делать просто на изи. И вот так и надо. Потому что вот эта вот конфетка в золотой обертке, она очень много бизнесов убивает. То есть когда люди... Люди не доверяют этому? Или боятся просто доверять? Психологически, как только они видят вот это все киношное, они сразу в это не верят. Когда ты там с-под угла, с-под куста, с GoPro снял, я сейчас снимаю такое количество огромное с GoPro в свои именно, не мои там влоговые каналы, да, по которых я просто там что-то рассказываю, а именно коммерческие проекты для детей, детский контент. Мы столько снимаем с GoPro, и там везде отличная аналитика, потому что детям хочется заглянуть в эту замочную скважину. Детям, взрослым, без разницы. Они хотят действительно настоящее. А как только они видят все вылизанные, все в макияже, тут картинка, план, и снизу, и клозап, и общий, все четко, все красиво, они говорят, так а что вы нам туфту-то втираете? И в этом как бы прикол Ютуба. Ютуб — это не Netflix, не надо путать.
Вот очень много людей это очень изгорают, вкидывая огромные деньги, время тратя на это, сгорают вот именно на том, что хотят делать кино. Это не нужно. Первый YouTube это был вообще не про коммерческий. Это было просто влоговый канал, рассказать о том, какой я охренительный. Ну, типа, я не нарцисс, еще раз говорю, нет, это вообще не про Эго меня. такое. Нет, да, это не про меня, но я хотел, чтобы все знали, какой я классный. Вот, я снимаю все. Я понял, что это скучно, это неинтересно. Я такой, ладно, я же умный. А мне вокруг ребята, вот знакомые, которые уже зарабатывают деньги на YouTube, говорят, Гриш, ну забей, ну зайца одевай. Одевай зайца, бегай в зайца. Я говорю, не, ну что, это вы лохи? Я директор строительной компании, позвольте. И я все равно упорно иду вперед. Вот. И я прошел первую степень богатую, потом я начал YouTube от скуки, но все равно как бы потом я уже вышел на YouTube коммерческий, уже пошло очень много денег. И когда у тебя уже закрутился вот этот весь бизнес, 17 детских каналов, плюс еще подростковых 4, и плюс еще свой влоговый. И все это вести, это по всему миру монтажеры в разных часовых поясах, это переводчики на все эти языки, это все выгружать, куча менеджеров. То есть на тот момент у меня была команда порядка 30 человек по всему миру. То есть когда у тебя в офисе сидят, и ты ими управляешь, это проще. А один у тебя на Бали сидит, один в Грузии, один в России, один в Украине, и ты ко всем им должен как-то подстроиться. Если ты не коннектишься, у тебя бизнес начнет сыпаться, ты ничего не успеваешь. Вот. И я погрузился в бизнес, и для меня Америка была такая крутая. То есть вообще, у меня есть работа, вокруг собралась потрясающая комьюнити в Майами, то есть собрались блогеры, и у нас там команда 5 топов в мире. Лайк Настя, Рома и Диана, Влад и Никита, Настя, Артем, Мия, это мои каналы. Плюс прилетали еще ребята, там и Супер Сеня. Огромное количество блогеров, потому что блогеры это все равно своя тусовка, в которой, если ты занимаешься машинами, ты дружишь с людьми, которые занимаются машинами, потому что вам интересно разговаривать. У кого что залетело, какие приколы, у кого какие спамящие теги пошли. То есть общие интересы, они стягивают. А когда ты топовый, и это такие крутые ребята, спасибо огромное всем за то, что когда-то мы познакомились и создали потрясающий вот такой коллектив, действительно дружный, все позитивные там. И это был момент, наверное, моего самого пика в Америке, когда ты зарабатываешь $500 000 в месяц, когда вокруг тебя люди, которым ты доверяешь, с которыми можно просто прийти вот так вот с чаем, посидеть, они не пытаются тебе втюхать какой-то бизнес, они не пытаются тебе повесить лапшу на уши, они не пытаются что-то с тебя поиметь, они просто хотят дружить. И вот это было время, наверное, самого такого кайфа. И был как раз коронавирус, это был двойной кайф, то, что все страдали от того, что никому выйти нельзя, а мы жили в одном комьюнити, мы просто в гости друг к другу пришли, и у нас уже кайф. То есть для меня тогда была Америка самая крутая. Потом я переехал в Калифорнию, столкнулся с огромным количеством проблем, подписал не те нужные контракты, которые есть, потерял все деньги. И вот когда ты остаешься в Америке без денег, это другая Америка. То есть вот тогда я такой, ребята, это реально Америка, и я понимаю, что мне приходит время платить за квартиру, а у меня нечем. То есть я понимаю, что мне надо дать, а я же контент снимаю, это не просто квартира, это дома. У меня дом стоил $15 000. А жил на тот момент я в доме за $50 000. Ну, меня, конечно, очень быстро съехали с этого дома, и я переехал в дом, в котором снимал контент, но все равно 15 надо отдать. Конечно. А заработать 15 в Америке, извиняюсь. И я такой, а куда я попал? Благо, пока был богатый, я набрал машин, и мотоцикл у меня был, и я потихоньку начал все это продавать. Но оно-то уходит, где-то надо черпать. Вот тогда у меня другая Америка открылась, в которой надо работать, в которой надо так работать, чтобы хотя бы закрыть этот билл по дому, чтобы заплатить за газ. Еще же надо кушать. И вот я уже тогда посмотрел на другую Америку. Я погрузился уже больше в американскую жизнь. Плюс я начал открывать новые проекты с американскими актерами. Набрал новую команду уже
Не просто, если раньше я снимал все это с детьми со своими, то сейчас я работал с актерами. И я совсем вообще с другой стороны Америку увидел. То есть, когда у меня актер, я такой думаю, ну все американцы, они же миллионеры, правильно? И у меня актер садится в машину, у меня тогда еще не проданный был Cadillac Escalade, и он такой сзади крутилку такой крутит. А это что? Я говорю, ну, это климат сзади. А что такое климат? Я говорю, ну, это как бы кондиционер. А, не, у меня такое сломано давно. Я такой, в смысле? Ты же актер, ты в Лос-Анджелесе живешь. Он говорит, да, я в Uber работаю. И я, когда копнул глубже, оказалось, что все эти актеры, они реально работают в Uber и Дардаше. Я такой, да ладно. То есть вы тут все не богатые, что ли? Вам что, вы при рождении вам денег не платят? И вот как раз-таки тогда для меня Америка стала совсем другая, которая сейчас и является. У меня глаза раскрылись. У многих раскрывается. У меня долгий путь, потому что у меня был запас денег, пошел бизнес. У многих глаза открываются, конечно, пораньше. Ты сказал, что однажды считал, сколько ты денег вложил в свои YouTube-каналы. Сколько? Да, я вложил 750 тысяч. Я продал дом в России. У меня был хороший дом. Я продал Не его... рублей 750 тысяч. Долларов. Да, 750 тысяч долларов. Многие скажут, что ну, это бред, невозможно. Возможно. То есть для того, чтобы создать... Это не реклама. Для того, чтобы создать был масштабный проект, помимо того, что нужно снимать видео, нужно снять дом, где снимаешь видео. И только дом в год у меня тогда стоил 180 тысяч долларов. Я первый дом взял 170 за 15 тысяч долларов в Майами. Тогда цены попроще были. Ну, я как бы проще смотрел на жизнь. Я снял дом за 170 тысяч и начал снимать контент. Контента надо много. Помимо того, что его надо много снимать, его надо монтировать и переводить сразу на 17 языков. А это уже штат. Штат растет, и поэтому я эти деньги потратил примерно, наверное, в первые полгода. Но, как сказал, у меня через 1,5 месяца, у меня включилась монета через месяц, и через 1,5 месяца у меня уже там, первый доход был 50 тысяч. У меня не сразу было дальше, потому что как раз-таки переводить я начал ровно... Я запустил канал в ноябре месяца 2020 года. 19-го. В ноябре месяца 2019 года запустил первый английский канал. Он пошел. Январь мы встречали Yahoo с золотой кнопкой, и 1 января отключили монетизацию. Вот. И мои ребята, друзья уже на тот момент знали то, что все отключат. Я еще как бы к этому относился так еще. И вот 1 января отключили все, и мне все говорят, да переводи сразу, да и все. И я сразу начал масштабно, и уже весной порядка 5 или 7 золотых кнопок было. То есть мы за 3-4 месяца просто взорвали. У нас взорвался испанский канал сразу, английский у нас первый взорвался, арабский взорвался, индонезийский. Это прям озвучка? Или это субтитры? Нет, это озвучка. Субтитры это не работает. Субтитры это единицы, это озвучка именно дубляж полноценный. Это качественно. Тоже много зависит. То есть тут очень важна, как и в любом бизнесе, грань. То есть мы говорили про качество, да? То есть стоит ли качеству уделять? Нет, не надо заморачиваться. Но и делать фуфло тоже не получится. Нужно делать золотую середину в любом. Если ты дома будешь строить фуфло, не получается. Супер дорогие, у тебя маржевая часть низкая, также и в YouTube. Ты должен найти ту золотую середину, в которой ты будешь давать классный контент, но при этом ты начнешь еще и зарабатывать. И это самое важное, чтобы не прогореть. Потому что по факту, если бы я неправильно инвестировал бы, я бы просто прогорел бы и все. То есть ты не прогорал? Нет, я не прогорал. Я этому настолько, я побросал все. То есть у меня был активный Инстаграм, мой канал уже набрал в тот момент 100 тысяч, активно шло. И мне все подписчики потом, почему ты бросил? Да я бросил, потому что для меня важно было для семьи создать какую-то махину, которая культурирует деньги. И я абсолютно все подвинул. Это работа нон-стоп. То есть по факту, если люди, приходя в YouTube, думают, что это там на изи мы посидели, тут кружечку попили, сетапилось оборудование 2 часа. И это все равно, если мы говорим о разном контенте. Детский контент снимается 3 минутки ролика, день снимается и день готовится.
То есть это сложный процесс. Это работа нон-стоп. YouTube для тебя сейчас остается самым, не самым, а единственным заработком на данный момент, основным или нет? YouTube для меня сейчас основной заработок. То есть в Америке, опять же, я начал все с нуля. Да? Начать все с нуля у меня уже не было этих денег. То есть с проданного Escalade за 60 тысяч, с X7, что-то там тоже, нет, Escalade 80 стоило, а X7 60. Ну, то есть за 150 тысяч я не смог так разогнаться, чтобы сказать, все, мне YouTube дает миллионы, как это было с детским контентом. Потому что есть актеры, которым надо платить зарплату, и это уже совсем другие деньги. Если мы говорим про актерский YouTube, выйти на действительно достойные деньги очень сложно. Именно потому, что, во-первых, актеры постоянно меняются. Ну, там есть очень много проблем. То есть я поэтому и говорю, что YouTube это больше такая штука индивидуальная. То есть ты должен быть ютубером. Найти ютуберов, которые будут на твоем канале зажигать и делать классно. Вот ты рулишь, понимаешь? Ты сейчас ведешь этот эфир. И я это чувствую. Потому что это твое. Потому что ты за это готова ночью в 12 ночи в Лос-Анджелесе, понимаешь, лететь. Это твое. В кайф потом. В кайф. И я такой же самый. Но которые актеры у меня работают, я говорю, слушай, разбей яйцо на голове. Это, несложно на лоб взять яйцо, шарахнуть. Нет. Почему? Я не готов. Ты же пришел деньги зарабатывать. Я лучше на Uber пойду работать. Вот, потому что это не его. И вот оно поэтому так не работает. И сейчас для меня это основной бизнес, но я открыл еще аренду машин и смотрю все, что куда, где можно урвать деньги. Потому что биллы надо закрывать, кушать нужно. В Америке все стоит волшебно. И каждая ошибка, она тебя куда-то отпихивает уже в другую сторону. Ты такой, в принципе, DoorDash, что это, доставка, что там, Uber, да что, там людей отвез, денег заработал. Тут все выживают. А как тебе это нравится ли, выживать? Или все же до сих пор хочется отмотать туда, обратно? Во-первых, я не привык отступать. Отмотать можно было 3 года назад, когда угодно. Я всегда взвешиваю, на чашу весов ставлю, да, что я получаю от того, что я добьюсь, и что я получу, отступив назад. Никогда отступая назад, мы не получим какого-то действительно результата, потому что мы все равно падаем вниз. Нормальная практика для бизнеса — это когда 2 шага вперед, 1 назад, 2 вперед, 1 назад, но в итоге все равно ты куда-то идешь. А если ты полностью говоришь, да нет, что там, Америка не для меня, я пойду в Россию. Я сюда что-то приперся, да? И поэтому я буду таксовать, если надо. Если моей семье нужны деньги, я пойду таксовать. И для меня этот опыт абсолютно нормальный. И, прикольно, на зеленом Порше, здрасте, приехали. Это нормально. То есть... Это нормально сейчас для тебя, для нового? Или это было также нормально для тебя, того человека, который был директором? Нет, это нормально было всегда. Я прошел очень долгий путь. То есть я начал с того, что я начал в 17 лет, бросил школу и грузил лес. В своей жизни, ты спроси меня, что я не делал. Я не знаю, что. Вот честно. Я людей только не оперировал. И поэтому... Вот этот жизненный опыт, он мне дал возможность не бояться. В жизни, я считаю, грешно делать грешные вещи. Я по жизни боюсь всегда в глазах людей выглядеть тем самым пафосом. Не знаю почему, может быть, от бедности это осталось, но почему-то у меня есть водитель, но водитель со мной ездит рядом только на тот момент, что когда мне срочно нужно какой-то звонок сделать, он садится за руль, я сажусь рядом, и я делаю этот звонок. Но в 90% случаях я сам ездил на этой семерке. Но когда я приехал, и мне надо было плиту заливать, монолит, и у меня миксера идут, и у меня стоят работяги, и говорят, слушай, а у них, получается, 2 бригадира и 4 человека работяг, которые разнорабочие, которые должны этот бетон таскать.
И они говорят, у нас там чуваки забухали, мы завтра будем. Я говорю, парни, мне надо сегодня, у меня идет сейчас миксера, бетон сгорит, потеря денег. Они говорят, ну хорошо, ты нам 2 раза заплати денег. Я стою, у меня стоит мой управляющий, который уже привык абсолютно. Жека, привет ему огромный, это потрясающий человек, который прошел со мной через пол моей жизни и до сих пор не предал. И он стоит на меня, смотрит, нет, Григорий, тогда меня Григорий Григорьевичем всегда называли, потому что я Григорий Григорьевич. Это сейчас я Женя, и то он все равно у него выскакивает Григорий Григорьевич. Говорит, Григорий Григорьевич, но нет. Я говорю, да, Жень, мы берем, у нас вагончик был, и в вагончике спал сторож. Я со сторожа снял одежду, клянусь. У меня в Инстаграме фотка есть, как мы с Женей залили 60 кубов бетона, а просто строители нахрен послали, из принципа. И я всю жизнь такой. Если мне надо, я зубами выгрызу. И только так в жизни можно что-то добиться. И мы залили эти 60 кубов, и у меня Женя такой, говорит, сука, че я с тобой связался, да блин, да что ж такое? Ну тут важно, чтобы был тот Женя рядом. Важно, чтобы вокруг тебя окружали люди, которые с тобой на одной волне. Вот это самое важное в жизни. Как только ты этих людей теряешь, все. То есть тебе очень сложно будет делать такие сложные решения. Говорят, что нужно стремиться к чему-то высокому. Сейчас модные психологи говорят о том, что если ты хочешь быть преуспевающим, значит, ты должен строить свое окружение из бизнесменов. И ты среди них вот должен быть где-то там, а они где-то здесь, чтобы был рост. Есть 2 типа людей. Честные и нечестные. Тупых людей не существует. Научить можно кого угодно. И я вот расскажу сейчас, вот как я выбирал своего человека, который был правой моей рукой, тот Женя. Это человек, который пришел на стройку и начал красить, но не умел красить. Я его выгнал. Он не испугался прийти и сказать, говорит, что меня выгнал. Ну можно я вот, у тебя собака живет, можно я после нее говно буду убирать и траву косить? А собака на тот момент единственное, на кого не гавкала, на него. У меня был мастиф 100-килограммовый. И я такой, окей. И этот человек вырос из... Он вообще, у него образование, какой-то компьютерщик, причем компьютерщик там не супер-мега какой-то крутой. И он вырос из человека, который убирает говно за собаками, прости, Женя, меня, пожалуйста, до личности, которая можно было взять, вот так $1 миллион дать, и он этот $1 миллион возьмет и в банк отнесет, а не пойдет куда-то. Вот это важно в людях, честность. Окружение в Майами супер топовых миллионеров, которые люди зарабатывают, на тот момент, наверное, был самый бедный, я зарабатывал $500 000 в месяц, а все зарабатывали уже 3-5. Это все люди обычные, просто хотели чего-то. И тут нельзя сказать, что ты должен выстроить свое окружение сразу с миллионером. Да так не бывает. Это люди, которые там дырки сверлили в бетоне. И делали это с любовью и удовольствием. Но они видели, что надо развиваться и расти, и грызть зубами. Я тоже сверлил дырки в бетоне. И я доски грузил в сушку. И что? Но я видел, к чему я иду, к чему я стремлюсь. И тут нельзя сказать, что ты должен стремиться к богатым. Ты должен стремиться к честным и умным. Вот это самое важное. Ты вот такой весь достигал. Как оставаться здоровым и как вообще получается у тебя думать о своем здоровье? Или это не всегда так? Я изначально работал на стройке, пока строил первые дома, сильно подобрал свое здоровье, но все равно параллельно у меня... я начал свой путь со спортзала, то есть изначально я был астматик. Но у нас был очень хорошая Наташа, привет ей огромный, тренер в школе. Она говорит, Гриша, я тебе астму вылечу. Я говорю, Наташ, ну ты что, у меня 2-я степень астмы, меня в армию не взяли. И это было не купленное, тогда покупать не за что было. Я реальный астматик. Я отожался 2 раза, я просто задыхался, умирал, я с аэрозолем ходил. Она говорит, приходи. И я с того момента, она меня сделала человеком,
постепенно, выгоняя из меня эту астму, и в итоге у меня перекомиссия была, я к тому времени уже чуть-чуть зарабатывал, и меня чуть ли не взяли в армию. Хорошо, что я уже зарабатывал, но она выгнала из меня астму, и я понял, что в жизни все равно, помимо всех вот этих достигаловок, если мы ляжем, нас уже никто не поднимет. Очень важно уделять здоровью время. Очень важно. Я всегда старался, то есть у меня был период в России, когда я очень сильно, у меня были проблемы с весом. Я это сразу понял. Как только я первый раз попал к кардиологу, у меня был приступ сердечный сильный, у меня давление сильно упало. И мне доктор еще раз напомнил, говорит, чувак, если ты ляжешь, тебя уже не поднимут. Я такой, окей. Я похудел на 25 килограмм за 3 месяца. И до приезда к Америке я держался, я взял тренера, который у меня занимался, со мной занимался. И я его притащил сюда, он сейчас здесь находится. Изначально он меня, конечно, нехороший человек, в Америку подбил. Но он сюда тоже приехал, и я ему посмотрел в глаза. Сейчас это мой очень хороший друг. Вадик, привет тебе огромный. Вот. И важно очень здоровье. Здоровье сейчас я вижу, что у меня так чуть-чуть со здоровьем я так преднабрал. Я такой, окей, я взял в зал, там Олесик, но сейчас Олесик беременный. Ну так, вот мы с супругой все равно ходим, там что-то я танцую, какие-то там испанские танцы. Это так смешно, вокруг одни бабушки, они такие, типа, бабушки, даже дедушек мало. И тут Гриша такой, 1,80 м там. Кайфует. Вообще, кайфует. Ну, я здоровью стараюсь уделять. Молодец какой. Ты говорил про развитие Instagram и про развитие YouTube. А в данном времени важно ли уделять большое количество внимания Instagram, либо все-таки лучше уходить в YouTube? А одно без другого не работает. Что мы приходим в YouTube, что мы хотим добиться? Мы хотим стать звездами, правильно? Нас же не будут смотреть, если мы неинтересны. То есть кто-то смотрит в YouTube, кто-то смотрит в Инстаграме. Но это все твоя аудитория. Почему мне легко было зайти в детский YouTube? Потому что мои дети работали на очень мощном канале актерами у моего друга. За полгода они собрали уже аудиторию людей, которые их знают. И вот когда они пришли в YouTube, в Инстаграм, у них все сразу пошло, потому что их знали. И сейчас самое важное, чтобы вас знали, чтобы вас слышали, потому что если вы развиваете YouTube, есть люди, которые вообще YouTube не смотрят, они смотрят только Инстаграм. Это работает как комбо. Это просто дает возможность, можно делать только YouTube, но это опять же все будет медленнее, это все процентовка. Чем правильнее мы все делаем, чем больше мы активны, тем больше о нас знают. Чем мы ленимся и делаем, ну окей, в YouTube залил и хватит. Нет. Если ты уделяешь внимание, ты должен уделять абсолютно всему. В YouTube нужно лить каждый день или все-таки можно Это вообще... раз в недельку? Это такой вопрос, наверное, который разбирают на всех. Вот мы собираемся там в Гугле, мы собираемся ютуберами, и все равно задают этот вопрос. Это такой вопрос очень интересный. Все зависит от контента. То есть взять того же Юру Дудя. Но если он будет каждый день контент лить, но никто не потянет это смотреть даже физически. Этот человек стрельнул, его полюбили и будут ждать месяц, два, три. Основная часть зрителей за счет того, что очень много контента, тебя забывает. Поэтому чем ты чаще делаешь, тем про тебя чаще вспомнят. Но тут зависит уже от твоей звездности, от твоей уникальности, от твоего контента. Но все равно YouTube говорит, если вы не публикуете раз в неделю хоть что-то, мы сейчас вас толкать не будем. Это говорит алгоритм YouTube. Что актуальнее, шортс или горизонтальное видео? Мода на шортс уже прошла. На всех сейчас форумах у нас в Гугле. То есть все равно это был хороший эксперимент. Да, многие на него смотрят, но в чем прикол? Бабки. Миром рулят деньги. В шорте деньги низкие. Зачем YouTube'у нужен шортс?
это веяние, которое уже потихоньку стихает. У меня есть шортсовый канал, я его запустил, я не знаю, там за 2 месяца у меня по 30, по 50 миллионов просмотров. Но там денег нет. Там 160 тысяч подписчиков я набил, я не знаю, там за 2 месяца получил серебряную кнопку и говорю, зачем? Я на нем заработал $2000. Зачем? Но это надо. То есть, если мы говорим про деньги, это бесполезно. Это нужно как дополнение. Это не должно быть основой. То есть, да, можно заходить там на рекламодателей, и многие есть блогеры, которые не тянут большой контент. Если вы уже не тянете большой контент и говорите, я могу, вот для меня комфортно шортс, окей, зарабатывайте на шортсе. То есть, есть блогеры, которые миллионы зарабатывают и на шортсах. Но это надо быть супер классным. В этом беда. С большими видео чуть-чуть у тебя... Там же аналитика совсем другая. То есть ты можешь немножко нащупать, а шортс ты идешь тупую, с закрытыми глазами. Там аналитика, она очень слабенькая. И поэтому ты не понимаешь, а что действительно заходит. Ты только по просмотрам смотришь. А YouTube-то все равно подпушивает, чтобы от ТикТока, от Инстаграма чуть оторваться. И поэтому он твои видео подпушивает, даже если их смотреть никто не хочет. Он все равно их чуть-чуть там подпихивает. И ты не понимаешь, насколько ты действительно зрителю угождаешь. И поэтому я говорю, шортсы как опыт, окей. Но если вы хотите выйти на уровень, надо делать полноценное видео. И это сейчас говорит и YouTube, и Google, потому что все равно формат. Очень многие пришли к тому, что и дети сейчас, многие в Америке и по всему миру забирают у детей телефоны, и они смотрят все на телеке. Стоит ли переливать аудиторию из Инстаграма в YouTube? Говорят, что так лучше не делать. Правда или вымысел? Правда. Я всем так говорю, потому что те, кто смотрит... То есть, наоборот, должны люди сами сделать выбор. Когда мы что-то начинаем навязывать, вот люди привыкли тебя в Инстаграме смотреть, твои там фоточки, какие-то там сторисы и все, а ты их там заставляешь намеренно. Я вот YouTube-канал сделал, они просто убивают это. Мы наоборот, мы втихую, многие мои подписчики на Инстаграме даже не знают, какие мы проекты делаем. То есть на данный момент моих личных каналов у меня 12. Но об этом никто не знает. Потому что я понимаю, сейчас я только скажу, что у меня есть американский канал. Зайдут те же самые ребята там, русскоговорящие, они убьют его. И поэтому переливать именно не стоит. Должно все органично быть. Вы публикуете в Инсте, пускай знают, если у вас одна тема. Если одна тема, ну как кто заинтересован, ну окей, он перейдет. А если в наглую там все засыпать там этой своей же рекламой, она по факту наглая, она все убивает. Очень хорошие, крутые блогеры на рекламе-то сгорели. То есть потому что они из жадности напихивали. Поэтому не стоит даже своей рекламой напихиваться. Ты говоришь 12 каналов. Как ты это все вообще успеваешь делать? Столько информации продюсировать. И берешь ли ты еще, как продюсер, новые проекты? Я берусь только за то, что я вижу смысл. Это первое. И второе, когда я знаю, что у людей есть деньги. Не потому что они мне заплатят. То есть я о себе не думаю. А о том, чтобы они не заплатили мне, у них дальше не хватило. Я всегда сначала людям объясняю, как это работает и сколько это стоит. Потому что это бизнес. Я запускаю только бизнес YouTube-каналы. Сколько это стоит? Давай сразу объясним нашим слушателям. Сколько стоит? Все зависит очень сильно от проекта. Но в среднем стоит запуск канала не так дорого стоит. Это консультации, там, 3-5 консультаций достаточно, чтобы запустить правильный YouTube-канал и все правильно стабилизировать. Дальше уже идет создание контента. И тут уже зависит, какие деньги. То есть, если мы говорим о детском контенте, то это и съемочные площадки, и много игрушек, и техники, и очень много всего. Самый дорогой, вот оно снизу получается. То есть, детский контент — это самый дорогой, и потом потихоньку уже оно уменьшается. Тинейджеры, сейчас для тинейджеров контент тоже вышел на уровень, что дорого, потому что надо удивлять вот этими всякими штуками. Но в среднем это недешево. Создание одной серии, если вы сами всем занимаетесь,
Опять же, смотря в какой стране вы находитесь. Я в России все сниму и за $500, а тут это Есть стоит... свои плюсы. Да, есть свои плюсы. Там монетизация включена. Есть А свои это уже минусы, знаешь ли. Вот, поэтому здесь вот мы работаем, у нас в среднем видео выходит $5000. Вот и посчитайте, вам надо в месяц минимум, вот если мы говорим про детский и подростковый контент, минимум там 12 роликов надо снять. 12 на 5 — 60. Это не брать студию, это просто работа актеров, режиссеров, операторов минимальным комплектом. YouTube это очень универсально, это не кино, мы не можем бюджет $1 миллион, нет. Это там в оператор входит все, он и режиссер, он и сценарист, он и оператор, он же и актер, он же еще может и есть приготовить, немножко там помочь. Вот, поэтому в YouTube еще важно вот это, универсальность. И когда кто-то старается YouTube делать, никогда не старайтесь, нельзя делать так, что у вас все вот прям вот режиссер там режиссирует. Нет, это все должно быть максимально быстро минимизировано. Я одну серию снимаю за день. Это 15-минутная серия. Детский контент я делал за 3 часа. 3-4 часа. Должно все быть и легко, и просто, и без вот такого, но золотая середина, о которой я говорил. А какая должна быть середина продолжительности, например, вот того же горизонтального ролика? Что более смотрибельно по времени? Или, опять же, это зависит от контента? Все начинается от интеллектуальности. Также. Чем зритель младше, тем ролики короче. Чем зритель взрослее, тем он уже может вдумываться, всматриваться, и ему уже интересно наблюдать. Поэтому тут, чем старше, скорее всего, тем контент идет длиннее. Но, опять же, все абсолютно индивидуально. То, что готовку нельзя час готовить, да, это будет скучно. Поэтому это все должно быть чуть быстрее. Подкаст невозможно в 15 минут засунуть, да. Это будет просто неинтересно, не раскроется огромное количество вещей. И зритель скажет, блин, вы ни о чем не поговорили, что там, 2 чашки кофе выпили. Тем более с Григорием это инструменты для развития YouTube. Ну, как вы могли? Давайте-ка еще. Стоит ли двигать YouTube, как сейчас говорят, через Google? Подписчики, просмотры толкаем через Google. Ты имеешь в виду через рекламу AdWords? Да. Я всегда против рекламы. Опять же, навязывание контента. Как только мы начинаем зрителю себя навязывать, да, мы в какую-то часть аудитории мы попадем, а в какую-то нет. И это сразу. YouTube сейчас очень чувствительный. Очень чувствительный. То есть даже при формировании тегов, описания и направления, куда ты хочешь, чтобы этот контент направить, тоже очень важно уделить внимание, потому что YouTube тебя будет рекомендовать тем, кто тебе не нравится, это будет проблема с удержанием. Как только мы теряем удержание, у нас все, наш канал не развивается, YouTube считает, что он неинтересный. А когда мы бьем рекламу, то есть у нас реклама пуляется, оно сразу, то есть если так потихонечку YouTube прощупывает, а тут сразу бабах на голову, и здрасте, приехали. И точно так же контент. Я не видел ни одного успешного проекта на рекламе. Я видел успешные прогорания на рекламе. Сейчас тот контент, который делал я, держится на рекламе, он себя выедает в ноль. То есть, что просто он как бы плавал, да, в него вливают рекламу, но он просто остановился. И так все. То есть реклама, они не дают развития. Гуглу это невыгодно. Зачем, если вы и так платите рекламу? Для чего ему там что-то париться, вам рекомендацию открывать? Поэтому все топовые блогеры всегда говорят, не делайте рекламу. Но все задалбывают, все говорят, да вы врете. Вы врете, да ну как, мы вот видели у вас там рекламу. Да, ну там новый канал открываешь, его же как-то надо чуть-чуть подпихнуть. И уже, но это инструменты людей, которые этим занимаются годами. Реклама тоже работает, но все в меру. Начинать с рекламы не стоит. То есть к этому надо прийти. А когда уже вы уже зарабатываете $1 миллион, уже можно Если позволить. зарабатываете, а желательно столько зарабатывать еще до того, как вы захотели открыть свой YouTube-канал. И так все будет намного проще. Недавно слышала о том, что сейчас крайне много подкастеров, которые делают вот такие интервью, и что подкастеры сейчас убивают YouTube.
правда ли это? И Честно. как долго будет, вот, на твой взгляд, существовать вот эта эра подкастеров? Вообще эра подкастеров пришла, если я не ошибаюсь, в 2021 году. Ее объявил Мистер Бист на одной из премьер в Витконе. И он сказал: ребята, снимайте подкасты. Весь американский мир начал пилить подкасты. И до нас это только дошло, вот эта вот суперсильная волна. Первый подкаст-канал я делал в том же 21 году. И тогда это совсем по-другому развивалось. Мы на одном видео, сразу у нас там 2500 подписчиков, и все хорошо. Мы с сыном делали. И вот тогда это было круто. Сейчас так и есть. То есть мы сами себя сжираем в многих контентах, и в подкасте точно так же. Уже немножко, как я вижу, немножко человек устал. Жизнь у нас быстрая. И поэтому подкасты в какой-то момент это была новинка, и она была на пике. А сейчас это немножко потихоньку. И сам Google говорит о том, что, ребята, весь мир хочет уже какой-то вот золотую серединку. Подкасты — это уже вот too much. Поэтому я считаю, что подкастами нельзя полностью погружаться. Они должны быть как что-то, чтобы раскрывает потенциал того же человека, того ютубера, который этот подкаст ведет. Но это не должно быть, что только подкасты, подкасты, подкасты. Нет. Подкаст как какая-то точка проделанной работы, это работает. Но когда мы говорим, что все зацикливаются и делают одни подкасты, 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 это немножко начинает надоедать. Я, когда это все начиналось, того же самого Дудя, я смотрел аж прям вот так вот, захлебываюсь. Сейчас я уже такой там на перемоточке в смешные моменты посмотрел, там по аналитике, мы-то уже хитрые, там есть в YouTube сейчас аналитика. Конечно, я такой, ага, по аналитике посмотрел, что всем понравилось, ну все, классно, пошел дальше. И многие так. То есть посмотрели, что кому понравилось. Поэтому очень аккуратно с этой темой надо. Твои дети участвовали и участвуют в YouTube-проектах, и ты как отец, расскажи мне о том, нужно ли заставлять, направлять детей в этом направлении, чтобы они были медийными, чтобы они были узнаваемыми. Или все-таки мы, как родители, не должны настаивать на том, чего как бы не добились мы, и вот проецируем вот этот успех на них? Наверное, вот вообще в любом, не то что в YouTube, наверное, в любой сфере не стоит проецировать того, чего хотим мы на детях. У детей должен быть свой выбор. А изначально, если говорить про моих детей, они это хотели. То есть изначально они этим горели. Они этим горели. Это было, в принципе, все очень круто. И когда мы начали с ребятами канал, это все настолько по фану. Вот я смотрю тех ребят, которые продолжают это делать в том масштабе, они горят. Вот Настя, это вот ребеночек вот такой маленький. И многие говорят, как там вот на детях деньги зарабатывать. Да она сама горит от этого. Она снимается в детском контенте, а я влоги снимаю. Мы там поехали вместе путешествовать. Она ко мне подбегает. Дядя Гриша, а можно я у вас поснимаюсь? Я стою, говорю, Настя, я говорю, Аня, говорю, ну, нормально, что человек, у которого 100 миллионов на YouTube, будет сниматься на моем влоговом канале за 100 тысяч. Он говорит, да ради бога, ее хрен остановишь. То есть это дети, они сами этим горят. И поэтому они миллионники. Не просто так вот сидит папа, там, мама, у меня классный ребенок, а давай ты будешь миллионником. Он такой, мам, я хочу быть математиком. Да нет, ты не знаешь, это так нельзя. С любым нельзя бизнесом. То есть нельзя математика заставлять быть бизнесменом. Это не работает. И поэтому дети должны хотеть то, что они делают. Все успешные блогеры делают с кайфом. Ты только щелкни, и уже он готов, он это хочет. Мои дети абсолютно так же этого хотели. Абсолютно. И снимались все там, чтобы понимать, да, вот масштабы. Я со своими детьми снимал 15-минутное видео 4-6 часов, а с актерами я это снимаю 10. Потому что актер получает за это деньги, а мои дети этого хотели. И поэтому это было так успешно. Зрители это видели,
и все. Но тут тоже важен человек, который просто так, это ничего не работает. То есть все равно у твоих детей должен быть какой-то мотиватор, какая-то мотивация. Я всегда мотивировал. То есть в любом случае ты можешь... Их же раскрыть надо. Ты же не знаешь изначально, он ютубер, спортсмен или певец. Мы не знаем этого, поэтому надо пробовать. У меня сын перепробовал всю в жизни. Я, как моя мама мне сказала, вот я перепробовал всю в жизни, и я точно так же своим детям сказал, хочешь хоккеистом быть? Хоккеист. Хочешь каратистом? Каратист. Приходит, говорит, все, я перехотел быть хоккеистом, я хочу пойти на стрельбу. Да ради бога. Говорит, да ладно, можно? Да пожалуйста. Вот. И поэтому они перепробовали много всего. И когда они пришли в YouTube, это их было по кайфу. Они когда снялись на канале Like Настя у моих друзей, мне Аня приходит, говорит, офигеть, говорит, так классно, с первого раза, все, они с первого шата, все. Потому что им было в кайф. Но до этого они тоже прошли какой-то путь. Они снимались у меня на влоговом канале, мы там что-то придумывали сценарий, что-то там сидели, сочиняли. Надо раскрывать, но ни в коем случае не заставлять. Очень много людей, которые заставляют детей, ничего не получается. Только стресс, разводы и все остальное. Ты говоришь, должен быть вот такой мотиватор для детей, но для взрослых, скорее всего, этот мотиватор тоже нужен. И кто твой мотиватор? Кто мой мотиватор? Ну, я в жизни научился, наверное, сам себя мотивировать. Это, наверное, сложно, не знаю. Но по жизни я прошел большой жизненный путь, и я понял одно, что то, что нужно тебе, не нужно никому. Если ты этого не сделаешь для себя, за тебя это не сделает никто. У меня классные ребята меня окружают, классные друзья. Вот, те, которые просто готовы вот в огонь, уже проверено. Вот просто люди, им там деньги предлагали, что угодно. Они в огонь говорят нет. И сейчас там люди, которые могли взять там миллионы, они идут там, картон лепят, только потому что они люди. Но все равно эти люди тебя поддерживают и помогают двигаться в том направлении, котором ты выбрал. Если ты для себя не выберешь путь, за тебя его не выберет никто. Ни мама, ни папа, ни друзья, ни супербогатые знакомые, друзья, бизнесмены, никто. Ты должен для себя понять, что ты в этой жизни хочешь. Стать за станок и строгать деревяшки, получать свою стабильную зарплату. Или ты хочешь добиться чего-то большего в этой жизни. Не надо обязательно ставить. Я никогда в жизни не думал, что я буду ютубером. Но я знал, что я хочу в Краснодаре первым покупать BMW, которая приезжает, вот там новая серия. И ради этого я там уши рвал. То есть целыми днями работая именно для того, чтобы ту цель, которую я себе поставил, добиться. Ну как мне там, придет жена и скажет, что там машина сейчас новая придет, иди работай. Да не работает, это так. Есть такое понятие, ходит, что, и даже такая шутка есть очень смешная, когда на заправку приезжает мужик с женщиной, и типа там заправщик стоит, ну и женщина говорит, ну типа, и ты бы был заправщиком, если бы не я. Да нет. Если ты себя не замотивируешь, никакая женщина, она тебе может помогать, она может тебя направлять. Это тот самый друг, который рядом, он может тебе помочь сделать действительно правильный выбор. Нам очень сложно делать выборы. И вот я каждый день с этим тоже сталкиваюсь. Вот эта Америка плоха, потому что здесь действительно людей, которые тебе помогут сделать выбор, намного меньше. Потому что ты там прошел путь с этими людьми. Ты прошел огонь и воду, и ты понимаешь, это тварь, а этот хороший. Ты понимаешь, этот с тобой пойдет за решетку, а этот возьмет бабки, чтобы тебя засадить. Ты прошел путь. А в Америке мы тут новые люди. Мы не можем 20 лет сразу за 1 год уместить. И в этом проблема. Потому что нам, чтобы узнать, кто действительно шакал, а кто действительно овца, кто волк, надо время. И в этом сложность Америки. Вот, потому что все равно эти люди, они тебе должны помогать. Но мотивировать никто тебя не замотивирует, если ты сам, вот ты не скажешь себе, что тебе это надо. Чувствуешь вайб успеха? Мы же на вайбе успеха.
На канале. Вайб успеха Вайп успеха чувствуешь? всегда... Ты чувствуешь еще? Вот он. Обязательно, всегда. Его ты должен чувствовать. Тут тоже очень важно. Многие заблуждаются и считают, что вайб успеха в деньгах. А что для тебя успех? Успех — самореализованность. Это делать... Для меня это несколько вещей. Первое — это делать то, что тебе нравится, в удовольствие. И когда ты вечером садишься мертвый, уставший, в 3 часа ночи приползаешь на кровать, когда там тебя жена уже давно ждет в сексуальном белье, а ты просто не можешь бросить свои там выгрузки, работу с менеджерами, там, с монтажерами, ты приползаешь мертвый, но счастливый, что ты сделал это дело, сделал его достойно, и ты можешь им гордиться в будущем. Может быть, сейчас оно вообще тебе не приносит ни денег, ни хрена, но ты от этого получаешь позитив. Вот для меня, наверное, самое важное вот это. Вот это вайб успеха. Не деньги, они приходят всегда автоматом. То есть они приходят потом, их сразу никогда в жизни не будет. На вайб. Абсолютно. И по факту вот надо учиться расширять свой кругозор вайба, успеха, кайфа. Для меня вайб слово такое новое, модное. Кайф. Вот можно взять хлебушек на сковородке, обжарить, да, и скушать, и получить удовольствие. А можно взять хлеб, намазать маслом, икрой, просто сожрать и не почувствовать удовольствие. Надо научиться чувствовать кайф в этой жизни от других вещей. Диапазон. Очень многие люди, зацикливаясь на одном, сужают свой диапазон. Надо его расширять, чтобы можно было из этого кусочка хлебушка получить удовольствие. И это тоже нелегко. Что многие люди в тупой бабки. Да любой тупой может с бабками почувствовать кайф. А ты без бабок почувствуй. Ты сними продукт. Я видел, как талантливейшие режиссеры просто снимали на коленях эти фильмы, там, короткометражные, чтобы показать продукт. И они сидят, у них вот так мурашки, они вот так. Счастливейшие люди. Они взяли премию, которая не принесла им ни копейки. Но он сидит, у него вот так глаза горят. Он такой: блин, а ты помнишь? А я вот там в лужу упал. Посмотри, как это смотрелось. И действительно ты видишь счастье в человека в глазах. А другой скажет: ты дебил, в луже повалялся, он от этого удовольствие получает. Потому что у него диапазон удовольствия широкий. И вот как раз-таки, когда ты научаешься его расширять, вот ты вайб у тебя во всем. Даже в ошибках, ни хрена себе. Я ошибся 2 месяца назад, блин, на 60 тысяч долларов, которые я год зарабатывал. Я просто их взял вот так вот, по щелчку они у меня улетели. Я такой: да ну нахрен. У меня Леся сидит в шоке. Говорит: как, блин, столько денег? Где, как, что закрывать дырки? Говорит: да похрен, я сяду в Uber, я закрою дырки. Ну я говорю: я получил опыт. Говорит: ты больной. Да нет, надо научиться даже в этом получать удовольствие. Я эти деньги потратил. Я же их не в яму уронил. Я же их охренительно вложил в то, что не получилось. Ну, я получил опыт. И это тоже надо научиться. Поэтому я не знаю, как это... Может, меня током часто било. Это было. Может быть, это так работает. Я не знаю, как это работает. Мне многие задают вопрос: как ты можешь, ну, типа, жрать доширак и все равно улыбаться? Ну, и это не наиграно. Мы разговаривали за камерой, у меня всегда так. Да? Ну, давай сделаем с тобой 3 топ-совета для начинающих ютуберов именно от тебя. 3 топ. Первое. Делать то, что в кайф, но иметь разум. Именно делать в кайф, но анализируя, что вокруг. Второе. Еще раз анализировать, что вокруг. Потому что очень много людей считают себя суперталантливыми, действительно делают талантливые вещи, но этот талант... У нас-то в мире очень мало умных людей. По факту. Сейчас мир состоит из дураков. 95% людей, которым вообще ничего в жизни не нужно. И вот вообще основа нашего сейчас мира
и непонимание, потому что эти 5% умных людей не могут донести до этого мира дураков. И поэтому вот второе — это анализ. Для кого ты это делаешь? Если тебя устраивает, что ты для 5 супер-мега-умных делаешь что-то, и тебя это устраивает, и ты не хочешь дальше масштабироваться, окей. Но делай правильный анализ, на кого ты это делаешь. Вот первое — это желание. Второе — первое — это делать то, что ты хочешь, а второе — это анализировать. Самое важное — анализировать. И третье — это как только тебе в голову пришло, об этом все говорят, и я еще раз повторю, это действительно это самое важное. Вот мы сегодня, этот весь эфир запланированный, в обед вы мне позвонили, и мы его вечером уже запилили. Я мог это рассусолить, сказать, что я не могу. Но как только я почувствовал, что я хочу, я посмотрел канал, классный канал, позитивный, ребята, а вы обязательно подпишитесь и поставьте лайк, потому что это действительно классный канал, я посмотрел такой, и мне вообще, я не смотрел на подписчиков, сколько просмотров, я посмотрел на то, как создан канал, на то, насколько вы от этого удовольствие получаете. Я посмотрел, да, люди делают это с кайфом. Я говорю, да вообще, ради бога, я в 3 часа ночи спать лег. Я бы сейчас вот так бы с удовольствием со своей женой бы спать бы лег. Но я с удовольствием с вами посижу, пообщаюсь, потому что вот так надо делать. Не надо тянуть. Если у тебя есть идея, сделай. Не тянуть кота за хвост, а действительно делать. Потому что многие вот это начинают сопли мять, там камеры нет. Да у нас сейчас технологии, что хочешь, вообще, телефоны, сейчас такое видео дают, то есть что угодно. Но делать. Самое важное — делать, как только ты это захотел. Я ночью, вот я сплю, клянусь, у меня ночью, я просыпаюсь, у меня сон приснился. И у меня самые лучшие зашли ролики, у меня сон приснился, мне Леся говорит, опять. Я убегаю в офис. Это финальная стадия. Не финальная, я в голосе, потому что я знаю, что я утром могу это забыть. Я в голосе сразу себе, у меня есть специально в Телеграме мой голосовой чат, я сам с собой общаюсь. Я не псих, но я общаюсь сам с собой. Поэтому я туда надиктовываю то, что мне приснилось, идею, и утром уже я детей отвез там в школу, и я иду писать уже сценарий, мы уже на следующий день снимаем. И это так работает. Потому что наша интуиция нам показывает, в чем наш успех. Я не знаю, как это работает. Я вырос среди колдунов, гадалок и астрологов. Но это как-то работает. Вот наша интуиция, она говорит нам путь вперед. Я всегда умным людям, которые меня окружают, когда мне говорят там что-то, я говорю, ребят, вот мне жопа подсказывает, вот сюда не надо. Я говорю, да так не работает. Я говорю, да, не надо. И все, когда я послушал свою, извиняюсь, жопу, которая говорит, туда не лезь. Вот когда я туда полез, ничего не получилось. А вот если мне говорит, лезь, я понимаю мозг. Жопа классная. Спасибо. Но когда мой мозг говорит, Гриша, я стараюсь выключать как раз-таки свой мозг, потому что уже за счет опыта, ошибок, многих этих вещей мозг за счет... Он же пытается теперь выйти из этих ситуаций сложных, которые были. Он меня защищает, а мне это не надо. И я как раз-таки говорю, стоп. Я отключаю голову, я начинаю слушать интуицию. И мне интуиция говорит, Гриша, сюда не надо. И вот с прошлым моим проектом все вокруг говорили надо, моя интуиция говорила не надо. И я сунулся, я прогорел, получил опыт, получил все классно, но если бы я послушал свою интуицию, расклад был другой, я бы сэкономил бы. Это не проблема, но я сэкономил бы своей жизни 3-5 месяцев. Что очень важно, но жизнь короткая, ее надо ценить. А я ценю свою жизнь, я сплю 3-4 часа. Я мелатонинчик съел. Спите быстрее, как говорил Арнольд Шварценеггер. Да, потому что жизнь, она короткая, многие не ценят. Я когда несколько раз у меня был момент, когда я практически умирал, и это капец как страшно. Когда ты лежишь, тебя уже отключило, тебя откачивают. У меня отключалось сердце. Обалдеть. И это очень страшно. Когда ты понимаешь, все, вот сейчас, если кто-то тебя не спасет,
Дальше нет пути. Это настолько страшно, я это чувство помню сейчас, и всегда оно меня преследует. И поэтому я свою жизнь так ценю, ну прям капец. У меня время поминутно все расписано. Но это не значит, что я работаю 24/7. У меня есть ребенок, мы с вами разговаривали, я сказал, у меня время детей. Все, я все отодвину, у меня сейчас дети спят, я могу заниматься работой незапланированной, потому что я хочу это тоже сделать. Но в мою жизнь входит не только зарабатывание денег. В мою жизнь входит и быть с близкими, и отдыхать, и заниматься спортом, и путешествовать. И без этого это тоже не должно быть. Пока у нас нету, нас что-то должно стимулировать. Наверное, поэтому у меня есть всегда стимул, потому что я всегда распределяю уровень своей жизни равномерно. У меня и путешествия, и общение с близкими, и работа. Все есть. Я не скажу, что у меня супруга мало путешествует, или я мало уделяю внимания, или мы там мало в ресторан ходим, или дети мои. Я знаю, что я всегда с детьми домашнее задание сделаю, и мы сядем в монополию поиграем. То есть и это у меня есть. Я это никуда не дену. Если я это дену, моя жизнь просядет. У меня стимул тогда, зачем я живу. Поэтому тоже многие ставят самоцель достижения денег, кнопки, YouTube, развития. Нет. В жизни это хорошая часть. Но важно в жизни помнить, что это жизнь. И она пройдет. И мы станем старые. У меня суставы уже болят. Поэтому... Общение с родственниками, с друзьями, это все классно. А как часто происходит, например, общение с чатом GPT? Постоянно. Сейчас я вообще... У меня один раз в чате GPT какая-то хрень была, и у меня он не загружается в компьютере. Я сказал, да ну ладно, как я без него жил? И я начинаю там что-то через телефон, туда текста отправил, через телефон что-то вбиваю. И я осознаю, что это настолько в нашу жизнь уже, когда мы его используем, то есть это плавно зашло, но сейчас без чата GPT ничего нет, технически. То есть я не очень... Многие люди перешли на то, что там письма, поздравления, уже такое, сценарии. Он много помогает, но все равно надо не забывать. Это железка. Ту душу, как чат GPT, мы никогда не вложим. Он все равно железо. Поэтому все равно все опять же в меру. Я очень сильно сейчас зависим от AI, то есть он очень много разгружает бизнеса, работы технической во всех сферах. То есть все, что не коснись, он везде разгружает. Но все хорошо в меру. «Терминатор», я фильм помню, поэтому я стараюсь замедлить этот процесс. Раз ты говоришь про AI, топ-3 твоих приложения с AI. Основное это я использую чат GPT, чат-бокс, такие сложные названия. Наверное, да, вот эти два приложения, которые больше всего, хоть и немногие чат GPT любят. Тут же какая система? Я не работаю техническим специалистом, поэтому мне чат GPT нужен буквально там для каких-то больше сверок. То есть мои специалисты используют много всего, я не сильно заглубляюсь, что и где, но для меня основное это сбор вот такой общей информации, а дальше все равно ты не можешь все контролировать. То есть нельзя сказать, что мне там сижу целыми днями и занимаюсь. Нет, тогда я потеряю время на создание контента. У меня большая команда, которая все выводит, и я задачи ставлю, мне люди с помощью всего этого все сводят. Тут тоже очень важно не даваться полностью этому. То есть у тебя должны быть талантливые люди, которые используют эти чаты, эти все AI правильно. Не тупые, которые просто там что-то набрали. Нет, а ты должен выбрать хороших людей, которые правильно эти механизмы используют. Как же подобрать такую команду? Это очень сложно в наше время. Всегда. Ну, опять же, тут включается моя классная жопа. Где взять такую жопу, как у тебя? Много работать. Много работать и не бояться работать. То есть, по факту, тот случай, который я про бетон рассказал, это один случай из 1000. Я очень хороший тракторист.
Я на Бобкэте работал, я вылезал, у меня изначально был мой племянник работал на Бобкэте, потом там трагедия произошла, у меня не было тракториста. Я залез, и я работал, у меня в багажнике моей семерки BMW, или тогда Range Rover был, не помню, была одежда, я переодевался, садился и работал, и это было абсолютно нормально. Поэтому главное в жизни не бояться работать. Многие хотят запустить бизнес, и такой сел надевать так. Ну вот, Анжела, уже работает все. Анжела, а ну-ка поднеси мне сюда кальянчик и шашлычок закажи. Это так не работает. То есть по факту, чтобы вырастить в себе такой механизм, который тебя толкает вперед, нужно работать. Херячить. Да. Не просто работать. Не просто работать, херачить 24/7. То есть у меня сегодня еще такой классный день. Дети есть. У меня когда дети есть, это дни, когда я хоть отдыхать могу. Вот, все, у меня вот дети, это железно. Все, дети есть, все. Детей нет, я работаю. Поэтому работа... Многие ж в Инстаграме смотрят, и мне все пишут: Григорий, ну вы только по ресторанам, только по ресторанам. Конечно, я хожу по ресторанам, потому что я, как и все, хочу кушать. И у меня времени нет. Когда есть время, я сам люблю готовить. Но я где-то должен есть. И если я это снял на сторис, ну что, я сниму на сторис, как я сижу и менеджерам там даю люлей за то, что они там что-то накосячили не так, или монтажерам. Но это смотреть никто не будет, да, на сторисе сижу там, я как дебил снимаю, так, здрасте, сейчас я буду тут монтажерам люлей давать, смотрите. Но это смотреть никто не будет. Поэтому мы, конечно, в Инстаграме показываем наши лучшие моменты жизни. Ну, я же не буду снимать, как я бреюсь, да? Но это же в моей жизни Смотря есть. в каком месте бреешься. Согласен. Поэтому в нашей жизни есть вещи, которые никуда не деть. И это нельзя всем показать. То есть, ну, окей, там на голую камеру, может быть, можно приклеить и ходить. Не знаю, сколько это будет смотреть. Но херачить. Вот эти переводы на все практически языки мира, это то, что ты делаешь с помощью AI или нет? Мы сейчас приходим к AI, но пока нет. Я уже вышел на тот уровень, когда я не хочу терять даже 10% качества. То есть я не делаю супер круто, но у меня есть своя планка, в которой я делаю хороший контент, у меня работают хорошие актеры, у меня хорошая команда. Я могу найти монтажера, который будет делать за $100, но у меня монтажер берет 300, условно. Потому что я хочу, чтобы он сделал классно. Я не беру за $1000, чтобы это было прям неокупаемо. Но у меня есть своя планка, и я ее стараюсь содержать. Сейчас есть AI неплохой, разработчики Гугла предлагают уже эмоциональный AI. Основная проблема AI и несовместимости с моим контентом, потому что у меня контент эмоциональный. То есть актеры должны выдавать эмоцию, актер старается, эмоцию, и тут переводчик. Еще переводит, я смотрю этих блогеров-миллионников. Да. И даже если сейчас есть, которые твой голос переводят и делают, но там перевод такой, то есть два человека разговаривают, он путает даже мальчик, девочка, потому что там еще пока много очень ошибок. К этому прям с головой даваться. Я смотрю, типа, каналы есть, очень крупные каналы. Я знаю, сколько все зарабатывают. Я не хочу считать чужие деньги, но я знаю. И американцы, которые зарабатывают $500 000 в месяц на контенте, переводят с помощью AI. И там такое, но на русский язык перевели, я включил русский язык, боже мой, там девочек мальчиками называют. Я не понимаю другие языки по акцентам, но там дичь. Ну, то есть ты еще этого не делал? Я этого не делаю. Я хочу делать качественно. Пускай я зарабатываю меньше, но я делаю качественно. Но, по твоему мнению, мы скоро придем к этому? Да. Да, и все разработчики над этим очень усердно работают. Сейчас Google совсем уже март-апрель месяц выдаст, мы знаем напрямую, наши ребята, кстати. Самое, что уникально, мы в Гугле, мы внутри команды Гугла уже за счет того, что у нас на данный момент запустил больше 30 каналов. И мы большие блогеры, большие ютуберы, и мы вхожи в Google, мы на гугловских конференциях, и мы знаем все изнутри, да? И Google говорит, март-апрель месяц, уже сейчас идет тестирование, будет AI, который дает эмоцию. Вот, поэтому ждите, совсем скоро уже, и совсем скоро в YouTube все будет немножко проще. То есть
с английского языка будет автоматически переводиться на часть языков. Это уже тестируется и совсем скоро будет. Поэтому, если кто-то хочет что-то запустить, надо делать сейчас. Потому что, когда это будет автоматически, такая конкуренция пойдет. Потому что каналы, у которых уже есть по 2-5 миллионов, и они будут переводиться на 157 языков, а не на 17. Это будет такая конкуренция, что будет очень сложно. Поэтому сейчас к этому все идет, что Гуглу невыгодно делать усконаправленный контент. Поэтому все масштабируется. Поэтому все, кто хотят, надо опять же не сидеть, не мять яйца. Масштабируйтесь, пожалуйста. Масштабироваться. Ищите уникальность. В этом и есть. Кто такой Гриша Одновол через 5 лет? В мои 42 года я уже пришел к тому, что я уже кайфую от того, что есть. Я все равно делаю, там, масштабирую какие-то проекты. Возможно, в следующем году я захочу строить дома опять. Возможно, я поставлю упор на машины. И я буду больше масштабировать свой бизнес в этом. Может быть, я начну ресторанный бизнес. Пока я в этой новой стране пытаюсь выжить и восстановиться хотя бы на тот уровень, на котором я был. Мне это удается, но это нелегко. Но я к этому иду. Но что будет через 5 лет, не знаю. Никогда не смотрю на 5 лет вперед. Никогда. Строил дома, вот я знаю, сейчас построил, продал. Завтра я захотел стать ютубером, я стал ютубером. Послезавтра я захотел машины делать. Я никогда не строю планы на 15 лет вперед. Я не настолько, наверное, умный человек, чтобы прям на 15 лет прогнозировать, что со мной будет. Я очень много себе напрогнозировал 3 года назад, когда я снял дом в Малибу за $50 тысяч. У меня было очень все хорошо. И потом стало все в ноль. И я понял, что прогнозировать на 5 лет ничего нельзя, даже на год нельзя. Все может измениться в миг. И поэтому я стараюсь ставить планы. Вот год у меня есть. Вот на год я себе ставлю планы. Сейчас в моих планах, чтобы у меня родился, не буду говорить кто, ребенок, хотя я знаю. И это в ближайшие там, недели-две, я надеюсь, что все произойдет. И сейчас в моих задачах вот этот год провести с ним. Блин, проболтался на вашем канале, видите, эксклюзив. Все теперь знают, что у меня будет сын. Поэтому вот этот год я хочу прожить со своим ребенком, а дальше посмотрим. Какой бы ты себе месседж отправил в прошлое вот тому Григорию, который еще понятия не имел, что он окажется здесь, в Америке? Честно? Не едь в Америку. Это если честно. Хотя я никогда не жалел о том, что переехал. Но если говорить о... Это очень хороший опыт. Моя жизнь изменилась кардинально. И, наверное, мне как личности этого не хватало. Я всегда себя старался засунуть в какую-то сложность и искать выход. У меня такая вот, наверное, вот сейчас, почему я не мог ответить на вопрос, что я хочу, потому что, наверное, сейчас все неплохо. И, наверное, скоро будет плохо. Не придумывай. Я привык вот себя загонять в какие-то сложности, чтобы расти еще выше. То есть я жил в России, улица моя, 10 домов, каждый дом я сдавал там по 3-4 тысячи долларов, и у меня в месяц для России это прям деньги. То есть иметь 30-ку в месяц в России, когда у тебя просто это сдается, это хорошие деньги. Даже в Америке за 30-ку можно жить. Вот. И можно было вообще ничего не делать. Как предлог у меня был такой, типа, я хочу детей перевезти в Америку, что, наверное, не очень честно будет говорить так. По факту в Америку я приехал только потому, что в Майами тепло, и я не думал, что я тут останусь настолько. То есть я думал, что я очень быстро сделаю документы, у меня есть бабки, и я привык, что у меня характер такой, я все возьму быстро. Я не знал, что я тут залипну на 7 лет, 7 лет я не вижу мать. Я никогда в жизни этого не думал. Хотя мой внутренний вот этот вот, не буду называть кто, сказал, сделай генеральную доверенность на 8 лет.
Значит, через год я поеду в Россию. Почему-то 8, не знаю. У меня все генеральные доверенности на мой персонал на 8 лет. Вот. Но я думал, что я буду жить на 2 страны. То есть я перевезу детей в Америку и буду жить. Ну, как раз это тот самый... Я загнал себя в яму, бросил там все, здесь все заново начал. Зачем переехал опять же в Калифорнию, непонятно. Ну вот месседж, не знаю, вот не едь в Америку. Хотя я бы не ушел от этого. Я бы там какой-нибудь хрень нашел. Гриш, спасибо тебе огромное за этот классный, искренний разговор. Сегодня вот было, как ты говоришь, искренне, как оно есть. Всегда только так. И я желаю тебе, чтобы вот то хорошо, о котором ты сейчас говоришь, ну, наверное, хорошо, чтобы оно продолжалось и не заканчивалось. Пусть не будет как-то плохо для того, чтобы ты взошел на новую вершину. Да, может, будут трудности, но чтобы тебе это приносило твой кайф личный. Спасибо огромное вашему каналу развития. Вы обязательно должны подписаться, поставить лайк, написать в комментарии, что вообще я тут наболтал, насколько вы считаете это искренним. Я всегда стараюсь говорить искренне, когда мне многие говорят, что я играю в какую-то роль. По жизни я такой же придурочный пацан из станицы Новотитаровской. И всем скажу не про YouTube, а про жизнь. Проживите эту жизнь такую, какую вы хотите, чтобы она была. Не ваш папа, не ваша мама, не кто. Вы. Если вы хотите быть ютубером, будьте. Если вы не хотите этого делать, но вы видите, что Гриша зарабатывает много денег, или Вася, Петя, не лезьте вы туда. Найдите себя в жизни, и тогда вы будете самым счастливым человеком. Ребят, ну, у нас в гостях на нашем канале был Григорий Одновол, и он сегодня играл роль себя. А вам спасибо. Спасибо огромное. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и не забывайте смотреть наши выпуски. Всем пока. Я же говорю, со мной хрен поешь. Он просто хотел тортик, понимаешь? Понятно. Что делает оператор? Он просто забрал у меня тортик, пока мне некогда. Просто подрезает. Мой там за углом стоит, если что, я сразу себе ставить не стал. По-моему, все прошло очень даже легко и непринужденно. А ты мне говорил, Да, не, я чего боялся, я там... я боялся, что я сейчас уйду в тему развода, начну там все Я качать. тебе не давала уходить. Это в эту очень тему. правильно. Это очень круто, потому что мы пришли поговорить о Ютубе, Ну. о жизни. Спасибо огромное, действительно очень позитивно. Очень классно разговаривать с человеком, который чего-то делать хочется. Каждый день общаюсь с людьми, которым просто на жизнь насрать. Это от меня искренне, я знаю, что меня записывают на камеру, но я скажу это честно, вот искренне, чтобы подытожить нашу именно личную беседу. Очень круто, что делаете проект, вам потрясающего процветания. Спасибо. Я уверен, очень важно, многие делают YouTube и говорят, а мы там когда денег заработаем, у нас там русский YouTube, а мы там переводим. Я говорю всегда, вы не знаете, к чему ваш YouTube вас приведет. Возможно, вы встретите человека, который изменит вашу жизнь только из-за этого YouTube. Я никогда в жизни бы не сделал свой детский YouTube так быстро и так круто, если бы у меня не было моего YouTube, который в копейки мне не принес. Я действительно с помощью того YouTube, который копейки не принес, получил. И мне до сих пор эти друзья, когда я остался с зарядкой от телефона, и я действительно жрал доширак, потому что я не знал, чем платить за билы, я не хотел возвращаться на Россию, я хотел действительно доказать, в тот момент хотел доказать всему миру, что я что-то могу уже и без денег запустить уже заново, да, и вот эти люди, они меня эмоционально так поддерживали, что никакие деньги не дают. Вот это как бы делайте, круто, и все у вас будет. А мне нравится, потому что вести вот этот YouTube, да, в первую очередь, это потому, что я общаюсь вот с такими людьми классными, которые рассказывают свою жизнь, которые рассказывают про свой опыт. И просто у тебя сумасшедшее количество инсайтов в твоей голове. Да, это дает и мотивацию, и опыт, и ты уже видишь ошибки других. Конечно. И это- это круто. Я, кстати, пишу сейчас свою книгу. Называется «Как распознать себя». И эта книга не про мой опыт.
Это каждая глава Человек. о человеке, про его опыт. Круто. Это действительно круто. Поэтому спасибо вам, таким людям, которые вот Да, спасибо меня вам, окружают. что через сотни километров прилетели. Очень круто, еще ночью. И Red Bull не понадобился, все. У нас сплошной Red Bull, и так. Спасибо, классно, ну. Все клево. Ой, хорошо. Даже и просто чай пить. Вы часто задаете вопросы, как добиться такого качественного контента, как у вас. Продакшн-студия номер 1 – это команда профессионалов создания уникального киноконтента. Забронируйте видеографа на вашу съемку для вашего интервью или подкаста. Вы получите свет, который заставит искриться глаза, идеальный звук и изображение, от которого невозможно оторваться. Но подождите, это еще не все. Мы вносим в мир контента новое измерение, организуя многокамерные прямые эфиры ваших интервью и семинаров. Не упускайте шанс вывести ваш контент на новый уровень. Пройдите по ссылке в описании, сохраните номер и бронируйте вашу съемку в любом городе Америки. Ну а мы продолжаем. Спасибо, что смотрите нас. Подписывайтесь и оставляйте ваши вопросы в комментариях. И мы вам ответим.